Добрый день, дорогие друзья! Прежде всего, хочу еще раз искренне поблагодарить вас за поддержку. Предыдущее видео с приготовлением виноградного дистиллята, судя по аналитике, вызвало очень большой интерес. Для моего молодого канала это действительно очень серьезная мотивация. Спасибо каждому из вас за просмотры, комментарии, обратную связь. Именно благодаря вашей поддержке я решил снять этот большой подробный ролик. Сразу небольшое уточнение. В этом видео будет довольно много подробных закадровых комментариев. Я постараюсь максимально подробно объяснить, что и почему делаю. Если вы давно занимаетесь этим и прекрасно знаете теорию, можете спокойно перематывать те моменты, которые покажутся вам очевидными. А тем, кто только начинает или хочет разобраться глубже, надеюсь, мои комментарии окажутся полезными. Все, о чем я рассказываю в этом видео, основано исключительно на моем личном опыте. Сам я увлекаюсь домашней дистилляцией уже более 23 лет. Это мое хобби, которым я занимаюсь с большим удовольствием. Я не утверждаю, что мой способ единственный и правильный. Я лишь показываю, как это делаю сам и почему пришел именно к таким решениям. Сегодня будем ставить брагу на тростниковой мелассе. В данном случае я использую мелассу, которую поставляет компания Spirtex. При этом сразу хочу отметить, это не реклама и не рекомендация покупать именно эту продукцию. Все ингредиенты и оборудование, которые вы увидите в этом ролике, я приобретаю за собственные деньги. Я никого не призываю покупать именно эту мелассу, именно эти дрожжи и так далее. Выбирайте то, что считаете нужным. Изучайте состав, производителя, отзывы, рекомендации других винокуров и проверяйте все самостоятельно на практике. Почему же именно эта меласса? Очень просто. Я с ней уже неоднократно работал, результатами полностью доволен. Согласно информации производителя, здесь содержится почти 75% углеводов, то есть сахаров. 74,7 грамм на 100 грамм. То есть на 7 килограмм тростниковой мелассы порядка 5-5,5 килограмм сахаров, которые мы постараемся переработать в ароматный спирт. Конечно же, на практике полностью переработать все сахара невозможно, всегда остаются определенные потери, и это совершенно нормально. Поэтому позже мы как раз проверим, сколько сахаров останется после окончания брожения. Для сбраживания я буду использовать специализированные турбодрожжи для рома. В данном случае компания Bragman. Но также, в принципе, работают хорошо Spirtex и другие производители. Это уже сами выбирайте. По заявлению производителя, как указано на упаковке, данные дрожжи рассчитаны на 6,5 килограммов сахаров. Но практика показывает, что этой пачки хватает и на существенно большее количество сахаров. Мы как раз добавим 7 килограмм мелассы. Это у нас будет 5,5 примерно килограмм сахара. И 2 килограмма сахара песка. То есть ориентировочно 7,5 килограмм. Эти дрожжи прекрасно, это одна упаковка, справится с таким объемом. Что касается выбора добавления сахара песка, а не декстрозы, тут поясню. Потому что многие, возможно, удивятся. Нередко можно услышать, что лучше использовать декстрозу. Или вообще обходиться без добавления сахара, или фруктового сахара и так далее. Я специально проводил несколько сравнительных экспериментов и делал ром только на мелассе с добавлением сахара, а также с использованием декстрозы. Среди почти 3 десятков добровольцев из моего окружения, которые имеют определенный опыт также в самогоноварении, практически никто не смог отличить ром, приготовленный только на мелассе, от рома, приготовленного с добавлением сахара. При этом ром с добавлением, который получился с добавлением декстрозы, они отличили и сообщили, что у рома какой-то более блеклый или менее ярко выраженный аромат. Не то чтобы неприятный, но менее ярко выраженный. Вот, поэтому удивительно. По идее, фруктоза, декстроза, она рассчитана на то, чтобы как раз-таки не давать негативных каких-то оттенков напитку ароматических. А в данном случае она немножко даже ухудшила, может быть, ароматику. То есть, да, никаких дополнительных вкусов она не добавила, но при этом по заявлению вот всех добровольцев, которые попробовали, они все отметили, что вкус менее яркий, менее ароматный. То есть они предпочли как раз-таки
ром, сделанный с добавлением сахара, либо на чистой тростниковой мелассе. Разницы между ними они не заметили. То есть, по их мнению, это был один и тот же продукт. То есть, я специально, как будто, по их мнению, их решил запутать, сказав, что там 3 различных образца. Ну, в принципе, это я для нейтралитета иногда делаю. Вот поэтому мой выбор как раз-таки в данном случае будет добавить на 7 килограмм мелассы 2 килограмма сахара песка. Переходим непосредственно к постановке браги. Для начала я наберу в емкость для брожения обычную горячую воду из бытового крана. Ничего специально нагревать не буду. Вот как она идет с водопровода горячей воды, вот такую температуру и буду сюда набирать. Далее я поставлю вот эту канистру в эту такую водяную баню и дам ей постоять минут 10. Это позволит мелассе, которая сейчас достаточно такая густая, стать более текучей и жидкой. За кадром я набрал бродильную емкость горячую воду из-под крана и ставим нашу канистру в эту воду. Вот на такой водяной бане постоит она минут 10-15. Как раз наберет максимальную текучесть. А дальше мы помоем, естественно, бродильную емкость. Заново все продезинфицируем и перельем туда мелассу. Специально омывать стенки канистры я потом не буду. Я оставлю преднамеренно несколько там миллилитров мелассы ароматной в канистре и приберегу ее до этапа второй перегонки. А потом уже на этапе второй дробной перегонки я получившийся спирт-сырец в результате первого этапа налью в эту канистру, ополосну остатки и уже со спиртом-сырцом вот эти небольшое количество мелассы добавит ароматики нашему готовому продукту. Итак, наша меласса постояла в горячей воде около 10 минут. Этого вполне достаточно, чтобы она стала менее вязкой и легче выливалась из канистры. Пока она прогревалась, я слил воду из бродильной емкости и еще раз тщательно все промыл. На этом этапе лучше не лениться, потому что чистота оборудования – один из важных факторов успешного брожения. Теперь можно приступать к приготовлению сусла. Сначала пересыпаю в емкость сахар-песок. Два килограмма сахара. Далее заливаю все кипятком. Тут цель не разогреть брагу до какой-то температуры, а помочь раствориться сахару полностью. После того, как мы убедимся, что весь сахар успешно растворен, добавляем немного холодной воды, чтобы стабилизировать температуру перед добавлением мелассы. Затем вносим нашу мелассу. Как вы можете убедиться, в канистре еще осталось определенное количество мелассы. Ее мы оставляем до второго перегона. Тщательно размешиваем всю мелассу вместе с сахарным сиропом. Далее добавляем оставшуюся воду, исходя из выбранного гидромодуля. В моем случае это 4 к 1. Итого на 7,5 килограммов сахаров добавляем 30 литров воды. Не забываем про ранее добавленную воду на этапе перемешивания сахара и мелассы. Как вы можете заметить, при добавлении воды образовалось очень много пены. Поэтому не забываем добавить пеногаситель Sofexil.
Теперь, когда все компоненты тщательно перемешаны, я не стану сразу вносить дрожжи, хотя многие делают именно так. По моим наблюдениям, лучше дать суслу немного постоять. Такой подход я использую не только при приготовлении рома, но и при зерновых, обычных сахарных брагах и при работе с концентратами соков. Не буду утверждать, что могу подробно объяснить это с точки зрения химии или биохимии, я не проводил лабораторных исследований. Но многолетняя практика показывает, что после небольшой выдержки компоненты лучше объединяются между собой и в дальнейшем брожение проходит более ровно и предсказуемо. Поэтому я обычно даю суслу немного постоять, 2-3 часа, после этого вношу дрожжи. Итак, прошло уже 3 часа, за это время сахар, меласса и вода поженились. За кадром я еще раз проверил температуру сусла, сейчас она составляет 24 градуса. Это практически идеальная температура для внесения дрожжей, поэтому можно переходить к следующему этапу. Вносим дрожжи, равномерно распределяя их по поверхности сусла. После внесения перемешивания не требуется. Дрожжи и так прекрасно активируются, поэтому вмешиваться лишний раз в процесс я не собираюсь. Теперь закрываем крышку. И устанавливаем гидрозатвор. Наша брага готова. Оставляем ее работать. Думаю, что уже через несколько часов брожение активно начнется. Ориентировочно через 3-4 дня должно все полностью завершиться. А еще примерно через сутки брага, скорее всего, самостоятельно осветлится. Как я уже неоднократно говорил, на ароматных брагах я принципиально не использую бентонит и другие средства для принудительного осветления. По моим наблюдениям, бентонит способен забирать часть ароматических веществ, а для рома это совсем ни к чему. Поэтому я предпочитаю дождаться естественного осветления. На этом этапе сделаем небольшую паузу. Еще обязательно вернемся и посмотрим, как идет брожение. Заодно аккуратно перемешаем брагу, чтобы выпустить излишки углекислого газа и убедиться, что все работает как положено. Итого время 12:35 местное. Прошло ровно 2 часа 35 минут с момента того, как мы закрыли крышку, поставили под гидрозатвор. И вот брага успешно активировалась. Дрожжи работают, делают свое дрожжевое дело. Ну, бог им в помощь. А вот так работает гидрозатвор спустя 6 часов. Ну что, друзья, сегодня уже 4-й день с момента постановки браги на тростниковой мелассе. Для тех, кто следил за экспериментом с самого начала, напомню, все промежуточные этапы брожения я публиковал в YouTube Shorts. Там можно посмотреть, как вела себя брага за это время. Как видите, активное брожение уже закончилось еще вчера. Я оставил специально брагу еще примерно на сутки, чтобы она немного осветлилась. Но сильно прозрачнее она уже не станет, так как в ней содержится большое количество веществ, нерастворимые сахара, карамелизированные, различные несбраживаемые соединения, оставшиеся после производства сахара. Кроме того, часть мелких частиц продолжает находиться во взвешенном состоянии даже после окончания брожения. Она находится в теле браги. То есть брага так и остается достаточно темной, непрозрачной. Теперь давайте проверим показания ареометра АС3. Напомню, что этот прибор измеряет не содержание сахара, а именно плотность жидкости. Из-за особенностей браги на мелассе итоговая плотность практически всегда остается выше, чем обычной сахарной браги. На это влияют несбраживаемые сахара, как я и сказал, компоненты различные нерастворимые. Как видно, сейчас показания у нас, секундочку поверну, в кадре не знаю, фокус есть, нет. В общем, 2% показывает, плюс 2%. Соответственно, алкоголь, конечно, менее плотной брагу делает, но вот эти все взвеси, нерастворимые вещества, они делают ее существенно более плотной. Поэтому я считаю, что вот такой показатель – это вполне отличный результат. За кадром я перелил нашу брагу из бродильной емкости, перегонный куб.
мне даже удалось почти не потревожить легкую взвесь осадка на дне. Ничего страшного бы не произошло, но если возможность есть его разделить, то лучше его разделить. В прошлом видео я не уделил особого внимания узлам отдельным сборки данного самогонного аппарата Домспирт 2, посчитав, что в целом большинство людей и так хорошо знают, как он устроен, принципы его работы и монтажа узлов. Но по поступившим вопросам я вижу, что у некоторых людей все-таки нет полного понимания, как устроен данный самогонный аппарат. Поэтому сейчас вот чуть-чуть уделим внимание именно этой части. Да простят меня пользователи, которые хорошо знакомы с этим аппаратом. Производитель данных самогонных аппаратов регламентирует сборку перегона в режиме прямотока под стил именно в такой сборке. Куб, дальше медная колонна. Она служит не в качестве укрепляющего элемента, а в качестве механического средства для подъема высотной отметки, для того, чтобы у нас после отвода поместились наши холодильники чисто вертикально. А также выполняет еще одну функцию, это отбирает на себя сернистые соединения. Далее идет вот такой соединитель, где пары, поднимаясь по колонне, переходят по трубчатому соединению и спускаются вниз. Следующий узел – это доохладитель. Здесь находится змеевик. Это трубка подачи воды, внешний контур, который будет иметь максимальную площадь соприкосновения, и внутренний контур на выход в канализацию. Он помещается вот в такой кожух, имеющий вот такую конструкцию. Пока собирал аппарат, пришел главный инженер ОТК, наша звезда Тиффани. Прошу познакомиться. Как вы можете убедиться, к колену соединительному дефлегматор подключается вот этой стороной. Соответственно, все пары, а дальше уже конденсирующиеся в спирт-сырец, попадая сюда, просто стекают вниз. Дальше им попасть вверх нет никакой возможности, так как здесь стоит у нас достаточно мощный змеевик охлаждения, а здесь уже выход на доохладитель. Далее этот выход мы глушим при помощи игольчатого крана. Убеждаемся, что он перекрыт. А ниже следом у нас идет трехтрубный доохладитель. Итого, сборка у нас получается, состоит из нагревательного элемента. В данном случае у меня плитка. Можно добавить тен, но я буду работать без него. В принципе, плитка на 5 киловатт, этого более чем достаточно. Куб с брагой. Сюда устанавливается термометр. Далее через кламповое соединение у нас идет медная колонна, служащая, как я сказал, механическим элементом подъема, а также элементом, собирающим на себя сернистые соединения. Дальше через прямое колено у нас идет разворот, дефлегматор, расположенный так, что весь конденсат будет просто напрямую вниз стекать. Через кламповое соединение 1,2 дюйма идет доохладитель и выход. То есть как раз таки сбор у нас спиртосырца происходит максимально быстро, как того рекомендует производитель. Итого, наш аппарат в сборе в режиме прямотока. Вода холодная с водопровода подается у нас сюда, по доохладителю вверх поднимается через перемычку на внешний контур холодильника дефлегматора, по внутреннему стекает и уходит в канализацию. Все готово к первой перегонке.
Включаем нашу плиту на максимальную мощность. В моем случае это 5 киловатт. И дожидаемся отбора. Я предпочитаю, сейчас я поменяю, сюда поставлю цилиндр, отобрать 50-100 мл первой фракции, несмотря на то, что конфигурация у нас не предусматривает какой-либо ректификации, разделения по фракциям и так далее. Все равно первые 50 мл, 50, может быть чуть больше, я предпочитаю собрать и убрать отдельно на розжиг. Вы можете этого не делать. Температура в кубе 80 градусов. Потихоньку поднимается. Здесь уже у нас на колонне заметны следы. Испарение, конденсация потихоньку. На верхнем температурном датчике пока еще 39. Вот растет 31 сейчас будет. Ждем поступления вот сюда первых капель. Отберу я от 30 до 70, наверное, миллилитров, потому что очень приятный запах сейчас. Сама брага пахла приятно. И вот я сейчас посмотрю по запаху. Сильно прям такие пахнущие ацетоном фракции, первые капли. Я их хочу собрать, небольшое количество, и уберу их. А потом будем оставшееся тело собирать практически досуха. Отобрал я всего 20 миллилитров, потому что запах... В принципе, их можно было даже не отбирать. Ну, 20 отобрал. А запах прям очень хороший. На удивление, даже у спирта сердца, у первого перегона, вот, очень приятный запах. Температура вот в кубе 88,1. На верхнюю температуру можно вообще не смотреть. То есть, так как здесь никакого механического контроля скорости отбора нет, поджимов и так далее. То есть здесь мы просто заглушили. Тут мы никак не контролируем. То есть здесь никакого укрепления, разделения по фракциям не происходит. Поэтому вот эта температура нам, по сути, не нужна. Колонна ведет себя вот так. Опять же, не так, как она ведет себя при второй перегонке. Здесь нет ни барботажа, ничего. То есть здесь фракции никак не задерживаются, не отсекаются. То есть я вот в комментариях к прошлому видео писал, там у нас была дискуссия определенная. Спасибо, кстати, подписчикам за определенные замечания, вопросы. Как раз таки в обсуждениях и рождается истина. Единственное, что можно сделать, это вот рекомендация, в принципе, вполне рабочая. Это эту колонну можно колпачками перевернуть, то есть, чтобы она даже в этих колпачках ничего не собирала. То есть у нас задача здесь никакой конденсации, никакого сбора, задержки фракций вот именно в этой секции не стоит. То есть все, что это делает, как я и говорил, это механически поднимает вот этот узел, чтобы у нас вот эта сборка холодильников поместилась физически. А второе, это она, вот если замечаете, вот это потемнение такое существенное, это как раз таки отбор сернистых соединений. На ромовой, особенно браге, при перегонке первой, очень хорошо работает колонна. Прям вот сильное такое потемнение идет. Возможно, ну я посмотрю там, если это патина, то хорошо. Если это прям будут какие-то загрязнения, то после первой перегонки я в любом случае буду все промывать. Но вот насколько тщательно я буду промывать вот эту секцию, я решу позже. Буду ли я это делать с лимонной кислотой, кипячением, то есть приведение практически в исходное состояние. То есть будут чистые такие розовенькие тарелочки медные, все окислы здесь, все вот эти соединения, то, что на себя эти тарелки забрали, они уйдут. Либо же я просто хорошенечко ее промою, чтобы не было смешения запахов. Алиса, поставь таймер на 1 минуту. Хорошо. 1 минута. Отсчет пошел. Алиса, стоп! Итого у нас 92. Алиса, 92 умножить на 60. 5520.
5,5 литров в час у нас. В принципе, неплохо. Температура в кубе почти 96 градусов. В принципе, в струе сейчас, я думаю, в районе 10. Сейчас мы проверим. Я планирую прекратить отбор сейчас. Чуть-чуть пролилось. Извините. Ровно 10. Да? Если мне глаза не изменяют. Ну-ка. Ну, с учетом поверхностного натяжения и так далее. 10. Хватит. Я думаю, до нуля мы гнать не будем. Просто лень. Я никогда до нуля не гоню. Терпения не хватает. Будем прекращать отбор. Итак, друзья, за кадром я все хорошенечко помыл. Здесь на колонне не стал кипятить это все в лимонной кислоте и так далее. То есть, в принципе, это патина. Это вот оптимальное состояние, на самом деле, для отбора сернистых соединений на себя. В этот раз не стал рекламировать концерн Audi. Кто смотрел прошлое видео, тот поймет прикол. В общем, а кто нет, ну, перемотайте, в общем, на прошлое видео про дистилляцию виноградного спирта. В общем, я ко всему стараюсь с шуткой подходить. В целом, в мире у нас достаточно много сложностей, проблем, каких-то трудностей и так далее, чтобы ко всему относиться слишком серьезно, на все обращать внимание, на любую критику. У нас, в частности, заметил к прошлому видео большое количество негативных отзывов. Ну, не то, что большое, были какие-то там комментарии такие, злопыхатели. Некоторые потом удаляли их. Непонятное поведение, если честно. Я ко всем отношусь с позитивом. Это спасибо моему дедушке, отцу, дяде. Это они научили меня с детства. Самооценка должна быть хорошая, уверенность в себе, ценности должны быть, понимание, что плохо, что хорошо. И тогда ко всему начинаешь относиться нормально, оптимально, так скажем. Вот. Уже не имея каких-то негативных аспектов, на себя их не перенимая, с юмором, если ко всему относиться, с правильным юмором, то все будет хорошо, проще будет жить. Вот. А если те люди, на самом деле непонятно, какие цели они преследуют, но если для них, условно, проще как-то становится, если я работаю как громоотвод, то с меня не убудет, пожалуйста. Если я кому-то в чем-то таким образом помогаю, да, пожалуйста, без проблем. Вот. Просто конструктивная критика, она всегда приветствуется. Вот. Это очень хорошо. А когда критика просто не объективная, кто-то желчь свою сливает, ну, очень странно. Так, продолжаем наш монтаж. Вот этой частью вниз. Соответственно, у нас будет, это у нас связь с атмосферой. Здесь у нас будет охлаждение. Далее подключаем наш доохладитель через игольчатый кран. То, что доохладитель будет расположен под углом, ничего страшного. В целом это штатное его вот такое положение. Итого, по сборке на вторую перегонку. Понятно, куб, колонна, колпачки вниз. Дальше дефлегматор с сообщением с атмосферой кверху. Это вход. Я специально так развернул, так как здесь положение можно менять как угодно. Мне так удобнее. Ну, сюда у меня вход через перемычку, сюда в канализацию. Дальше через игольчатый кран, через который мы будем контролировать скорость отбора, под небольшим углом специально. То есть это, в принципе, согласно технологии, это и производитель, в общем, так рекомендует тоже располагать. Ну, то есть можно вертикально разместить, можно вот так под углом, ничего страшного от этого не будет. Сюда, опять же, снизу классический подача с водопровода, холодная вода, поднимается через перемычку
на внешний контур. Тут, в принципе, все стандартно. Сейчас мы игольчатый кран полностью перекрыли. Запускаем нашу плитку и ждем, пока колонна начнет свой барботаж. Я запустил плитку. Мощность максимальная у плитки 5 киловатт. Разогрею немножко. Дальше я убавлю. Это привет одному из моих подписчиков. Я не знаю, вообще можно называть имя, нет, потому что вот некоторые прям против этого. Хотя человек фамилию и имя в нике указал. Ну, то есть там в имени пользователя, так скажем, в учетной записи. Ну, я думаю, он меня поймет. Привет тебе, добрый человек. Я тебе уже упоминал вот так же тоже завуалированно в предыдущем шортс. Если ты не возражаешь, я буду тебя в следующий раз упоминать по имени и фамилии. Поэтому я только за. Страна должна знать своих героев. Вот я чуть-чуть разогрею. Как только температура дойдет до, скажем так, 75 примерно, я подам воду, естественно, заранее все проверю, все узлы. Здесь буду следить, как будут у нас тарелочки готовиться к барботажу. За верхней температурой буду следить. Перекрыт кран игольчатый. То есть здесь мы увидим барботаж красивый. После того, как колонна поработает на себя 20 минут, дальше мы начнем потихоньку отбор голов. И отбор голов я, естественно, подожму как раз-таки, как рекомендовал один из моих активных подписчиков. Вот. Еще раз тебе спасибо. Проэкспериментируем. Совсем вылетело из головы упомянуть. Вначале я говорил, что при постановке браги то, что на стенках здесь оставалось, я не стал это добавлять в брагу, разбавлять водой и так далее. Я специально оставил вот эти все остатки на второй этап перегонки. Сейчас я сюда залил спирт-сырец, ополоснул все хорошенечко и туда же в куб перелил вместе со спиртом-сырцом. Это добавит нам ароматики. То есть я так часто делаю, особенно вот с ромовыми брагами, с ромовым спиртом-сырцом и вот второй перегонкой. То есть получается очень здорово. А также к предыдущему видео был вопрос относительно, почему 20 градусов разбавления спирта-сырца до крепости 20 градусов. 20-25 приблизительно – это рекомендуемая крепость спирта-сырца от производителя. То есть тут две причины. Первое – это безопасность. Второе – это оптимальная крепость для того, чтобы разделялись фракции, то есть гораздо легче разделяются летучие фракции, тело и тяжелые хвостовые фракции. Вот сейчас наблюдается барботаж. Как раз на верхнем температурном датчике 77,4. В кубе 81. И вот они поэтажно начинают барботировать сверху вниз. Первая, вторая, третья уже активно барботирует. Четвертая активировалась. Сейчас активируется еще 2. После чего мы будем отсекать 20 минут. Кран игольчатый у нас закрыт. Поэтому вся флегма, которая будет отсюда, с дефлегматора, конденсироваться, она будет вниз стекать. И фракции будут сами себя выстраивать. Дальше я подожму отбор, как мне рекомендовал один из моих подписчиков. И будем отбирать головы со скоростью 1 капля в секунду. Можно 2, 3. Но я буду не рисковать и отбирать очень медленно. Ну вот у нас все тарелочки барботируют. Ставим таймер на 20 минут. Возвращаемся после. Алиса, таймер на 20 минут. Хорошо. 20 минут. Отсчет пошел. Алиса, стоп! Прошло 20 минут. Сейчас вот рекомендовал мне подписчик мощность при отборе голов уменьшить до 2800-2000 киловатт. Ой, тьфу, киловатт, ватт. 1,8, 2 киловатта. Ну, проверим как раз. По его опыту
как он говорит. На большой мощности при малом отборе или там нулевом отборе закидывает сюда ненужные нам фракции, и отбор голов происходит не оптимально. Спасибо тебе. Будем сейчас экспериментировать. Как раз звучит очень логично. Вполне такое допускаю. Сейчас вот уменьшил я до 2 киловатт. И будем отбирать медленно, покапельно прям. Я настроил вот такую скорость отбора голов на мощности 2 киловатта. В принципе, это примерно 1 капля в секунду. Это даже медленнее, чем можно на этом аппарате. 2 капли в секунду можно. Но в целом я не вижу особой разницы. Торопиться мне некуда. Я в отпуске. Поэтому подождем, отберем головы качественно. Я отобрал головы. Сейчас аромат мне очень нравится. Особенно, когда вот текущий продукт на запястье растираешь. И буквально через секунду примерно прям четко прослеживаются. Когда основной спирт прям именно испарится, а остаются эфирные масла. И вот они очень хорошо пахнут. Прям вообще великолепно. Буду отбирать тело вот с такой скоростью. В принципе, это мало, опять же. Но, как я и говорил, я никуда не тороплюсь. И мощность, конечно же, я поднял с 2 киловатт до 3. Итого, дорогие друзья, у нас получилось по расчету должно было получиться. Смотрите, у нас, я, к сожалению, забыл это заснять. У нас из браги получилось 8 литров спирта сырца крепостью 44 градуса. И из них, по расчету, у нас должно было получиться 2 литра 800 с чем-то миллилитров готового продукта крепостью около 92 градусов. Вот сейчас, к сожалению, вот он постоянно вертится. Надеюсь, видно сейчас будет. Так. Не получилось. Вот 100. И дальше деление вы, наверное, увидите сейчас. Я специально вот именно в этой емкости. Вот видите, средняя черточка вот такая, это 95. А вот, видно, вот сейчас отлично поворачивается как раз 93 градуса. Вот у нас получилось почти 2,9 литра крепостью 93 градуса. В принципе, все правильно. То есть у нас что по расчету, что по факту вышло правильное количество продукта, который имеет очень приятный запах. Я, в принципе, перегонкой доволен. Я считаю, что вот такой вот эксперимент, то, что мы сейчас ставили на тростниковом меласе, я считаю его достаточно удачным. Поэтому я дальше, наверное, часть разбавлю до 40-градусной крепости, оставлю в белом виде, а часть буду настаивать делать пряный ром по собственному рецепту. Я отдельное короткое видео, наверное, сниму и размещу на канале. В принципе, там вот из основных компонентов важных душистый перец, корица, только настоящая корица, не кассия, стручковая ваниль, настоящая опять же, и там немножко добавочных компонентов, я о них обязательно расскажу. Кому интересно, посмотрите это видео. Если кто-то нас смотрит, кому понравилось это видео, кто посчитал его полезным, интересным, но не подписан на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, присоединяйтесь, буду признателен. Если будут какие-то вопросы, конструктивная критика, и да даже если не конструктивная, все равно, если вам от этого легче, пишите, без проблем, мы с вами пообщаемся на таких позитивных тонах. Как я сказал, я такой человек, старающийся все вопросы жизненные решать через позитив. Вот. Всем добра, спасибо вам большое, до новых встреч.